Приветствую, друзья! Удивительно, но если у других производителей название наушников вообще ничего не обозначает, то в Кивиерс к этому делу подошли максимально ответственно. В дорогих моделях нам обещают близкую к оригиналу передачу большого или малого оркестра, а в бюджетных грамотно дистанцируются, говоря о сольном исполнении или максимум квартете. При этом у них есть свой ярко выраженный характер, а значит понимание, как правильно связать излучатели, настроить кроссовер и посредством акустической камеры и системы трубок прийти к тому самому изначальному замыслу. Да, сегодня мы говорим о их относительно бюджетной новинке Кивиерс Quartet. О них и говорим. Поехали! Пришли наушники в средней по размеру коробки с изображением героев обзора и перечнем их технических характеристик, где стоит отметить наличие двух спаренных 10-мм динамиков и двух же балансных арматур, которые в сумме дают импеданс 32 Ома при чувствительности в 110 дБ. В комплект нам положили небольшую инструкцию, плотный черный бокс и 3 набора простеньких силиконовых амбушюр, которые я, естественно, сразу заменил на фирменный КБР 07. Кабель выглядит неплохо, тоже черный, достаточно гибкий, витой, с прямым металлическим штекером на 3,5 мм и сопротивлением на каждый из жил равным 45 Ома. Не шик, но пользоваться таким можно. Сами чашечки выполнены из некой медицинской смолы, достаточно толстой, с компенсационным отверстием, направленным вверх, средним из того же материала звуководом и 2 тумблерами для тонкой настройки излучателей. Внешнюю же часть, как обычно, сдобрили абстрактным рисунком и логотипом производителя. Сидят наушники удобно, выглядят неброско, да и со звукоизоляцией у них тоже все в порядке. Вот так, друзья, это все и смотрится. По измерениям у нас идеальный, как по учебнику, импульс, искажения в пике, достигающие 82%, что довольно-таки неплохо. И в моем случае видимые расхождения между левым и правым каналом. На запчасть здесь можно не смотреть, так как мы не умеем позиционировать в пространстве данные частоты, а вот разница на нижней части средних частот обязательно скажется, у меня они будут чуть жирнее нормы. Фазовая кривая ведет себя корректно, затухание на 30 и 60 дБ составляет где-то 82 и 99 миллисекунд с незначительными возмущениями по краям диапазона. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8,5 дБ с аккуратным таким заходом на середину, аналогичная амплитуда выделения области разборчивости, легкий пик примерно на 5 кГц для имитации ушной раковины, еще один более выразительный на 8 кГц для усиления резкости звучания. Далее частоты нам достаточно круто уводят на второй план, чтобы ничего не свистело, не кричало и не сыпало. Все это при настройке тумблеров в положении 1.1, и она, на мой взгляд, наиболее комфортна в использовании. Вообще же, активируя первый переключатель, мы поднимаем всю нижнюю часть диапазона, активируя второй, немного усиливаем выразительность. На общем графике все достаточно наглядно. Чтобы нивелировать влияние пика на 8 кГц, имеет смысл использовать настройку 1.0 или 1.1. Ну а за счет 0.1 можно немного прибрать количество баса, если вам так больше нравится. То есть все переключатели здесь оправданы, а настройка вполне имеет право на жизнь. Со сменой амбушюр, как видите, почти ничего не меняется. В плане подачи же Quartet нам предлагает уже привычный фирменный почерк компании Кивиерс. То есть это насыщенное, слегка теплое звучание с по аналоговому естественным весом, хорошей инструментальной достоверностью и великолепной мелодикой. То, чего Кивиерс добивается в своих наушниках, просто потрясающе похоже на реальное звучание акустических инструментов. Ну а в данном случае производитель сделал особый упор на бас, побаловав нас великолепной глубиной
длиной низких частот. Причем именно этой вуферной вибрации многим как раз и не хватало в старших Orchestra Light. Но там была многодрайверная арматура, а здесь уже гибридная конструкция, причем на двух спаренных динамиках. Слушается это живо, естественно, аж до мурашек выразительно. С точки зрения передачи эмоциональной составляющей трека, они, кажется, превзошли сами себя, ну или это благодаря той самой низкочастотной вибрации. В дополнительные плюсы отмечу реально сочную, насыщенную ритм-секцию. Тут не знаю, насколько это будет выражено у вас, так как в моем случае настройка правого канала слегка отличается от левого. Так вот, на фоне квартета тех же DeFi ощущается чуть ли не дыра между низкими и средними частотами. Причем это не укор в сторону бюджетной модели КЗ, а показатель, насколько бесшовно все это могло быть реализовано. Хотя минусы у такого подхода тоже имеются. При нем почти невозможно выдержать максимальный уровень прорисовки. Отчего ценители сверхбыстрых атак, сухой нейтральности и высочайшего разрешения, скорее всего, не будут в полной мере удовлетворены. В то же самое время не могу не отметить прекрасную реалистичность, в том числе и в плане передачи разнообразных нюансов звукоизвлечения. Наушники не пытаются быть дотошно точными, перенося нас в некоторую чуть ли не пленочную аналоговость. Ощущается это просто потрясающе и буквально затягивает в музыку. Относительно стилистики квартет практически созданный для небольших акустических оркестров. Что-то глобального масштаба они, наверное, не потянут, поскольку там во всем нужна умеренность. А вот небольшие группы и просто сольные исполнения придутся, как говорится, ко двору. То самое ужирнение звука позволит даже малому числу инструментов заполнить собой все виртуальное пространство. Тут производитель очередной раз угадал с названием. Квартет для данных наушников самое то. Электронная рок-музыка, благодаря уже описанной аналоговой составляющей, тоже звучит крайне впечатляюще и очень масштабно. В плане металла будет зависеть от поджанра. Если в нем не требуется какая-то сверхвысокая прорисовка и резкость в нарастании сигнала, то тоже годятся. Никаких требований относительно мощности герои обзора не предъявляют и зазвучат даже от аналогового выхода вашего смартфона или планшета. А вот по подаче я бы выбирал плеер или ЦАП с максимальным уровнем техничности. Музыкальности у квартет хватит с запасом, а вот чуть-чуть подточить атаки и подчеркнуть микродинамику будет совсем неплохо. Не скажу, что этого тут не хватает, но в сравнении с топовыми Yanyin Moonlight именно в данной части я слышу максимальные отличия. Разбирая по частотам, здесь глубокий, слегка вязкий бас, действительно живые, насыщенные и очень музыкальные средние частоты и немного акцентированная верхняя часть диапазона, но без грязи, рези и сибилянтов, а также без смещения в ту сторону всего баланса частот. То есть звучат наушники максимально гармонично и естественно. Передний план интимно так приближен к слушателю, отчего вокалист, кажется, буквально смотрит вам в глаза. Эшелоны в достаточной мере разделены, воздуха хватает, без ощущения тесноты и зажатости. Однако в глубину сцены модель сильно не уходит. Это, напомню, при настройке 1.1. Если переключить ее в состоянии 0.0, то можно еще чуть-чуть углубить сцену. Настройка 0.1 добавит звук выразительности, ну а 1.0 наоборот все сгладит и количественно увеличит низкие частоты. Я же предпочел 1.1 из-за хорошего уровня выразительности, правильного баланса частот и глубокого живого баса. Итогом гибридные четырехдрайверные наушники Kivers Quartet удобно сидят. Кабель в комплект положили нормальный, просто куча насадок под любое ухо. И, что я отметил еще выше, наличие подстройки звучания под вкусовые предпочтения слушателя. Первым переключателем можно добавить звук баса и ритмической составляющей, а вторым усилить выразительность всего произведения в целом. Ну и все промежуточные варианты, включая, когда оба переключателя включены и выключены. На понравившейся мне настройке 1.1 я получил достаточно глубокий бас, максимально возможный баланс частот, прекрасную выразительность, мелодику и предельно живой естественный звук. Меня он, признаться, буквально гипнотизирует. Впрочем, есть и связанные с такой подачей нюансы. Минусами я их не назову, но тех, кто ценит звук за высокое разрешение, нейтральность и скорость нарастания сигнала, подобный теплый аналоговый
аналоговый почерк едва ли удовлетворит. Те же, кто ценит приближенное к живому исполнение, останутся в полнейшем восторге. Не топ, конечно, но очень достойная модель. А что она делает с электронной музыкой? Просто фантастика. А на этом у меня все. Это были наушники Кивиш Quartet. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.